Уважаемые друзья, подписчики, коллеги, спонсоры канала, читатели моей новой книги «Китайская власть». То, что происходит в Китае, сейчас напоминает просто какой-то апокалипсис, потому что 2 года Китай мучили локдаунами, они продлились летом, из-за нескольких бессимптомных заболевших закрывали целые города, целые огромные океанические порты. И сейчас к нехватке микрочипов, которые тоже по непонятным причинам стало не хватать в Китае, как будто бы из-за засухи на Тайване, к этому ко всему, к преддефолтному состоянию крупнейшего застройщика Evergrande, то есть всей экономики Китая, которая может сейчас посыпаться по принципу домино, как карточный домик, к этому всему добавляется вдруг, откуда ни возьмись, массовое отключение электроэнергии по всему Китаю. 20 провинций Китая, власти 20 провинций объявили о сокращении использования электроэнергии. Где-то на отдельных предприятиях, в отдельных городах электроэнергию подают с 23 часов до 8 утра. Где-то фабрикам запрещают производить 5 дней из 7-дневной недели. Где-то это срок колеблется, 2-3 дня и так далее. То есть, но сейчас в Китае пик производства, пик реализации экспортных заказов. И фактически весь Китай уже без преувеличения поставили на грань энергетического кризиса. И тем более это очень жестко звучит в отношении северных районов Китая, которые по сути являются частью Сибири по климату и по условиям жизни. И сейчас, когда идет отключение электроэнергии, еще более-менее тепло в Харбине, еще более-менее тепло в Шиньяне, в Чанчуне и других городах, но через 2 недели, а запасов угля осталось на 2 недели, нехватка угля, нехватка электричества приведет к тому, что реально вот эти 100 миллионов человек, которые живут на границе с Россией, они могут столкнуться с проблемой просто замерзания, то есть холодной смерти. Реально очень жесткая ситуация в центральных городах провинции Цзилинь. Выключаются светофоры прямо во время движения, средь бела дня отключаются лифты. Ну и в провинции Цзилинь власти заявили, что из-за недостатка воды, недостатка электричества будет отключаться вода. Потому что насосные станции, они тоже работают на электричестве. Можете себе представить 10-миллионный город, Москва, Санкт-Петербург, какой-то другой крупный город, который полностью из-за недостатка электричества отключают от электроэнергии и воды. Более того, на эту ситуацию накладываются локдауны, которые происходят в Китае. В том же Харбине из-за одного заболевшего частичный локдаун введен. Можете себе представить, как накалена ситуация в Китае, как напряжено население. И реально это очень сложная такая предкатастрофическая ситуация, которая сейчас происходит в Китае. И самое главное, что никто в Китае не дает вразумительных объяснений, почему это произошло. Мы видим объяснения с пометкой «возможно», «скорее всего», хотя ситуация реально касается 1,5-миллиардного населения, которое обесточено, которое не может работать, выходить на фабрики, не может получить зарплату. То есть фактически производство стоит на грани выживания, города стоят на грани выживания, все пытаются догадаться, что же, каков был план у властей. И никто не говорит, хотя эта ситуация общенациональная. И мы черпаем информацию в основном из каких-то японских, гонконгских источников, которые пытаются что-то придумать, почему такая ситуация могла случиться. Никто не говорит, что происходит в Китае, хотя запасов угля 11 миллионов тонн хватает всего на 2 недели снабжения ТЭЦ в Китае, который полностью практически находится на угольном питании. Китай — это страна, в которой 56% энергетики — это угольное питание, то есть от производства угля зависит. Перед тем, как разбираться с этой ситуацией, подписывайтесь на канал. Кто не подписался, репостите видео в своих социальных сетях, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Телеграме. Ставьте лайки, подписывайтесь и подписывайтесь на Телеграм-канал, где информации больше, она в онлайн-формате к вам будет поступать. Действительно, никто не дает реальных объяснений того, что происходит в Китае. Западная пропаганда и разные западные комментаторы, они несут откровенную чушь, бред про то, что из-за сокращения поставок австралийского угля в Китае происходит отключение электроэнергии. Китай производит 4 миллиарда тонн угля в год. Это самый большой производитель угля в мире самостоятельный. Китай — это половина всего производства угля и потребления угля на планете, половина угольных теплоэлектростанций. На Австралию приходится всего 7% импорта угля. Импорт угля — это порядка 400 миллионов
тонн в год. На Австралию в лучшие годы приходилось 70 миллионов тонн. 4 миллиарда тонн и 70 миллионов тонн. Это порядка 3% всего энергопотребления. Ни из-за какой Австралии и других государств не может случиться такого коллапса. Более того, самое проблемное, это то, что и непонятно, что коллапс случился внезапно. То есть внезапно в Китае, в северных районах наступила зима. Национальное планирование пропустило этот момент, что угля всего на 11 миллионов тонн. И никто не дает ответа, что произошло в Китае. Ситуация сопоставимая по уровню неизвестности с тем, что происходило во время локдауна в 2020 году. То есть реально ситуация неожиданная, в том числе для китайского руководства, что трудно спланировать. И трудно поддается здравому смыслу и пониманию, потому что это не в китайских традициях свою экономику обесточивать. Особенно в высокий экспортный сезон, высокий сезон производства перед началом отопительного сезона в северных районах Китая. Это вообще не свойственно для Китая. Речь идет о каком-то крупном проблеме, коллапсе управления, либо очень острой, как возможно, политической борьбы и не стыковки интересов центра и региона. Почему? Потому что именно регионы дали команду остановить закупку угля, как будто бы руководствуясь рекомендациями Комиссии по реформам и развитию. Это бывший китайский госплан, который дал рекомендацию ограничить использование угля и встроиться в экологические квоты. Резко все провинции Китая, 20 из 34 регионов, включая Тайвань, дали команду сократить закупки угля. И все понимали, что это приведет к росту цен. Рост цен угля стал 13-летний максимум. Это масштаб бедствия сопоставим с 2008 годом. Китай дошел до того, что уже попросил увеличить приграничные территории России в поставку электроэнергии. Их электроэнергии не хватает в северо-западном Китае. Россия наращивает эту поставку. И никто не может объяснить, что реально происходит. И никто не мог предположить, что это может произойти просто из-за рекомендательного, соответственно, характера рекомендаций Комиссии по развитию реформ. Много разговоров о том, что Китай переходит на зеленую энергетику. Примерно разговоры такого же уровня, как про Австралию, то есть не соответствующие реальному положению дел. Китай провел заседание, Центральный комитет Китая, члены Центрального комитета провели финансово-экономическую комиссию, заседание, 9-е заседание в марте этого года, и оно было посвящено углеродной экономике. Были намечены четкие цели. К 2025 году, внимание, достичь пика выбросов СО2, пика. То есть никто не говорил о том, что в 2021 году осенью начнется сокращение производства угля. Наоборот, производство угля продолжало расти. И оно должно было еще расти, не просто сокращаться, расти до 2025 года. Соответственно, после 2025 года углеродная нейтральность к 30 году. То есть остановиться Китай планировал к 30 году. А отказаться от углеродов он планировал к 2060 году, когда никого уже от нынешних инициаторов зеленой политики, возможно, уже не останется в мире. То есть это заоблачное далекое обещание. Китай не собирался уходить от угольного питания в энергетике. К 2025 году это решение Центрального комитета финансово-экономической комиссии должен был расти потребление, к 30 году должен был достичь пика. Сейчас 2021 год, ни о каком резком сокращении производства угля, закупки на электростанцию угля не принималось. Кто конкретно виноват в этой ситуации? Есть некий стереотип о том, что китайская электросетевая система – это единый организм, в котором один есть начальник этой системы, он царь и бог, он все решает, где рубильником включить, какое электричество в провинции, в какую выключить. Это не так. В Китае не только две крупнейшие электросетевые корпорации, одна южная, другая обычная, стандартная, центральная. Их не только две, но и в составе первой крупной корпорации общей. Каждая провинциальная электросетевая корпорация – это достаточно автономная единица. То есть реально решение обесточить Китай принимали местные электросетевые корпорации и местные органы, которые заведуют обеспечением и нормальной работой экономики, обеспечением материалов и так далее. То есть вот ответственные лица, которые приняли, внимание, на региональном уровне, каждый регион принял такое решение, начать сокращать потребление угля, и этих регионов 20. То есть точно так же, как и локдауны,
никакой Си Цзиньпин не говорил: вырубайте рубильник над Уханью, никого живым не выпускать, ройте рвы, ставьте заставы. Ничего такого не было. Было рекомендательное обращение ограничить выездной и выездной трафик из провинции Хубэй, ограничить, а не запретить. Да, это разные вещи. То же самое сейчас формальным действием комиссии по развитию и реформам, формальной рекомендацией воспользоваться таким образом, что просто перестали закупать уголь. То есть обрушили китайскую энергетику и поставили Китай на грань определенного энергетического, значит, социально-экономического коллапса, что бьет и по населению, и по жителям городов, которые просто возмущены тем, что происходит вокруг, локдауны, обрушение потенциальное застройщиков всех вокруг, обрушение цен на квартир, годы накоплений, годы, соответственно, вложений в ипотеку, все идет крахом. Тут еще начали отключать воду и электричество. Замечательно, да? То, что происходит в Китае, и вот на грань китайского вот этого выживания поставили местные электросетевые корпорации, местные электросетевые компании и местные поставщики угля. Это очень такая сложная, интересная ситуация. Особенно она интересна в том разрезе, что приближается очередной пленум КПК. Как я говорил уже в многих роликах, он будет в начале ноября. На нем будет решаться, соответственно, да, кто займет какую позицию по итогам 2022 года, на котором Си Цзиньпин должен выбираться на третий срок. То есть формально этот пленум должен подтвердить третий срок Си Цзиньпина, и не только, а весь состав 25 членов основного состава Политбюро. То есть все руководители, премьер-министр, вице-премьеры, руководители крупнейших провинций, руководители парламента и так далее. То есть вот этот расклад должен решаться в ноябре. Сейчас происходит страшная дестабилизация по всем направлениям. От экономики, заканчивая локдаунами, заканчивая дефолтами и так далее. Вот что сейчас происходит в Китае. И решение это не принято центральной властью. Если бы центральная власть планировала такой этапный отказ от угля, она заявила свои сроки 30-й год, она бы точно подготовила бы какие-то смягчающие меры. Ничего не происходит. Происходит просто энергетический саботаж на всей территории Китая. И объяснить его рекомендации комиссии по развитию реформ невозможно. То есть это не объясняется ни зеленой энергетикой, ни Австралией, ничем другим. Хотя нам пытаются это вот как-то скормить, если выражаться литературным языком. То есть то, что мы наблюдаем в китайской энергетике в рамках разворачивающегося еще и энергетического кризиса, это как минимум коллапс согласования системы. Если говорить очень обтекаемыми формулировками, центр не согласовал свою политику с регионами, регионы не согласовали свою политику с центром, что заставило принять такие радикальные меры, которые сейчас будут отражаться на всем населении. Ну, а если к истории вопроса, скажем так, углубиться в историю вопроса, то действительно у каждой политической группы есть за спиной очень крупный энергетический сектор. Уголь на самом деле разбросан по всему Китаю. Угольщики очень сильны во всем Китае, были очень сильны всегда. И, как правило, они тесно связаны с региональными властями. И, как правило, угольная энергетика, она очень коррумпированная, потому что очень много угля в Китае ведется незаконными методами, добыча ведется, отгружается, соответственно, без всякого контроля, без всяких налогов. И там формируется очень большая черная касса, которая может использоваться в том числе и в определенных политических целях. Об этом было очень много скандалов с борьбой с угольщиками. И часть из самой крупной угольной элиты, это провинция Шэньси, даже имели своего очень мощного покровителя Лин Цзихуа, который был арестован в 2014 году. Это тоже высокопоставленный комсомольский лидер. Комсомольцы, как и, соответственно, представители регионалов в центральной власти, зачастую это просто синонимы, они тоже во многом опирались на угольный сектор. Конечно, Си Цзиньпин, когда пришел к власти, очень сильно нанес удар по угольному сектору. То есть в целом, с одной стороны, очень интересная парадоксальная ситуация формируется, что в целом Си Цзиньпин, конечно, пошел на ограничение угольной энергетики. И он начал ее очень сильно замещать, в первую очередь, газом из России, импортом угля из других государств и развитием своей геотермальной энергетики. За каждым крупной политической группой в Китае стоит определенная энергетическая база. Ну, за комсомолом это уголь, с одной стороны.
Частично это гидроэнергетика, гидроэлектростанция крупнейшая в провинции Хубэй и так далее. Это тоже комсомольские проекты, все водные проекты, они зачастую контролируются комсомольской группой. Ядерные проекты, две ядерные крупнейшие корпорации в Китае, одна шанхайская, другая гуандунская, тоже определенный есть водораздел между этими группами политическими. Тоже за ними стоят определенные энергетические интересы, собственно, энергетическая база. У самого Си Цзиньпина, как я писал в книге в отдельной статье, это геотермальная энергетика, казалось бы, очень смешно звучит. На нее сейчас приходится порядка нескольких процентов китайской энергетики, но работы ведутся колоссальные. В самой провинции Шэньси огромные средства на это выделены, и она потихоньку приближается и сопоставима с солнечной энергетикой, ветровой и так далее. То есть это тоже определенное будущее для северо-западного Китая. Складывается парадоксальная ситуация, с одной стороны, когда Си Цзиньпину, в принципе, выгодно бороться с угольной энергетикой, переключать ее на российский газ, переключать ее на геотермальную энергетику, на свою собственную энергетику. Но, с другой стороны, то, что сейчас происходит, это определенный ультиматум, скорее всего, местных властей, которые решили вырубить рубильник и, видимо, негласно выдвинули какое-то определенное требование к будущим политическим событиям. Потому что по-другому объяснить незапланированные шатдауны, локдауны, шатдауны уже невозможно. То есть выключение энергетики в Китае, выключение электроэнергии в Китае невозможно объяснить никаким рациональным объяснением, не укладывается в планы по отказу от угольной энергетики 25-30 года и никак не связаны с австралийским углем. Китай – это центр производства угля мирового. Что в Китае закончился уголь – это нонсенс, это невозможно. Поэтому объяснение может быть только одно. Это самостоятельные действия региональных электросетевых руководителей и поставщиков угля, которые вот таким образом реагируют на определенные изменения, которые будут происходить в ноябре в Китае. Спасибо большое. Если вы хотите продолжение энергетической темы и освещения событий электроэнергетики в Китае, кризиса и попытки, скажем так, больше углубиться в причины того, что происходит, ставьте лайк. Если будет 10 тысяч лайков, соответственно, сниму второе видео. Будем дальше рассматривать эту ситуацию в Китае. Подписывайтесь на канал, кто не подписался. Репостите видео, оставляйте комментарии. И подписывайтесь на телеграм-канал. Спасибо.